В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня говорим о том, зачем и кому понадобился арест Павла Дурова и что ждет пользователей Telegram. С нами на связи основатель современной школы интернет-разведки в России, IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. По прибытию в Париж был задержан сооснователь Telegram Павел Дуров. Ему вменяются сразу несколько уголовных статей, за которые он может получить 20 лет лишения свободы. Подозрения в адрес Дурова обоснованы? Ну, какие уж тут подозрения. Дуров просто чуть поторопился. Ему через 2 месяца будет 40 лет. Вот это было бы красиво так залететь. То есть у гениального парня произошла утрата чувства реальности. Вот, несмотря на то, что он уже персона нон-грата в Париже, вот, тем не менее он решил, что раз на него ордер впрямую не выписан, можно... Париж свободная страна, можно там сесть на дозаправку и даже, как пишут, поужинать. Вот, чего категорически делать нельзя. Свободных стран сейчас в мире только вот Россия и Иран еще несколько. Все остальные это тоталитарные режимы, которые сейчас глушат свободную прессу. Так вот, если серьезно, дело не в самом Дурове, дело в том, что есть около десятка платформ, которые сейчас реально мешают разносчикам демократии, и Дуров это просто такая красная тряпочка, которую им показали, что не надо заходить за ленточки. Так будет с каждым, кто сейчас распространяет честную точку зрения. Вот, и отказывается сотрудничать со спецслужбами там некоторых стран. Вот в чатах Telegram... там нету. В чатах Telegram находится большое количество важной информации, в том числе переписки военных. Складывается мнение, что арестом Дурова спецслужбы Франции заставляют подчиниться. Telegram может превратиться в инструмент НАТО? Telegram давно уже инструмент НАТО. Единственное, я не очень понимаю, откуда там переписки военных. Они должны были их стирать сразу или стереть, как только увидели, как арестовывают Дурова. То есть, если там что-то осталось, очень рекомендую стереть это сейчас. Действительно, Telegram был одной из немногих удобных платформ, которые службы и военные разных стран считали достаточно безопасным, хотя это не так. Вот. И использовали. И если сейчас ключи попадут в руки спецслужб, так называемых 5 глаз, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, вот, будет плохо. Вот, с другой стороны, Telegram это была массовая площадка, на которой можно было свободно обсуждать вопросы и находить разные точки зрения, в том числе доискиваться до правды. У меня такое ощущение, что вот удар пошел по второму вектору, именно чтобы не было площадки для правды. Все видели официальную точку зрения тех стран, у которых сейчас все, не слава богу. По-вашему, НАТО уже получило доступ к мессенджеру? Частично получала, ну, по крайней мере, понимаете, в бытовом сознании бытует одно из главных заблуждений, что офицеру спецслужб нужны ваши разговоры, о чем вы прямо сейчас говорите. Да, иногда нужны, ну, особенно военным, но гораздо чаще, гораздо больше нужен состав преступной группы. То есть с кем вы разговариваете, где вы находитесь, где в данный момент находятся ваши собеседники, с кем у вас больше разговоров, кто выполняет функции координаторов, а кто связных. Вот такого рода схемы уже давно с Телеграмом можно получать, ну, по крайней мере, ФБР умеет получать и демонстрирует это на судах, так что Telegram на самом деле анонимным не был уже довольно давно. Другое дело, что при оконечном шифровании без ключей технически почти невозможно слушать сам разговор. Вот, это так. И может быть охота идет именно за этим. За этими ключами. За этими ключами, да. Хотя у меня и еще раз большее ощущение, что это такой демонстративный показ всем тем, кто оставляет на площадках место для разных мнений, а не только официальному мнению Камилы Харрис. А если Telegram переходит под контроль НАТО и США, чем это грозит нам? Нужно немножко повзрослеть и подумать, что группа Вагнер, например, использовала и, наверное, использует собственный мессенджер. В Турции, когда возникли первые сомнения, что там кто-то кого-то может слушать, создали собственный мессенджер. В Северной Корее давно есть собственный мессенджер.
Вот, в Китае сделали Вичат, и вообще, если там орет половина планеты вместе со всеми запрещенными Фейсбуками, Инстаграмами, там, картой Виза, Тендером и прочим, китайцы даже не заметят. То есть нам надо просто перейти к разработке собственных платформ. Ничего хитрого в этом нету. Вот сейчас надо заниматься именно этим, потому что использование WhatsApp в свое время очень болезненно показало, что когда оказалось, что его слушают стопроцентно, вот, выяснилось, что много людей к нему привыкли, и очень много приватной информации мы тогда потеряли. Вот, сейчас, ну, произойдет то же самое с Telegram. Хотя есть надежда, что до этого не дойдет. Примерно с вероятностью 1/3 спецслужбы сейчас не получат ключи от Дурова. Многие эксперты склоняются к тому, что Дурова задержали по запросу США. Вашингтон действует и действовал по принципу «кто не с нами, тот против нас». Им удастся продавить Дурова, по-вашему? Ну, во-первых, по первой части вопроса, да, это так. У Франции давно субъектности не больше, чем у туалетной бумаги. Вот она не... То есть точно это определяли не власти Франции, кого где задерживать и зачем. Вот. Что касается Дурова, к сожалению, ситуация может развиваться не по двум векторам, а даже по трем. Вектор первый, Дуров объявит, что он все-таки носитель современных представлений о свободе и ни с кем сотрудничать не будет. Ну, собственно, 6 лет назад он с такими словами ушел из России. Но, правда, зачем-то вот ушел в тот мир, где еще хуже. Значит, вот, то есть есть вариант, что Дуров все-таки проявит твердость, вероятность 1/3. Вот, с вероятностью 1/3 его продавят и отпустят, и он согласится, официально согласится сотрудничать. Это будет печально. Но могу предостеречь, есть еще более печальный случай, если сейчас начнется яркая волна о том, что освободите Дурова, скажут, да, мы подумали, это был наезд на демократию, зря мы его закрыли, давайте его просто так отпустим. Вот это будет самый худший случай, это значит, что договорились под ковром. Ну, то есть сотрудничество будет, но уже тайное. Кто может быть следующим? Владельцы других мессенджеров, они тоже под угрозой? Там Марк Цукерберг, но он сотрудничает со спецслужбами. Нет, Илон Маск. Марк Цукерберг, во-первых, не просто сотрудничает, а один из дирижеров использования спецслужб для раскачивания лодки. То есть он не пассивный игрок, а он активный игрок, там, в числе разносчиков демократии. Журналисты уже составили десятку платформ, которые могут быть следующими. Маск туда входит, по-моему, номером 3. Владелец одной из европейских платформ сейчас уже объявил, что он уезжает из Европы, хотя подозреваю, что это самопиар, потому что платформа не такая уж популярная. Тем не менее, все владельцы платформ сейчас призадумались, потому что, ну, собственно, Дуров был таким, да и остается таким знаменем свободы. То есть он не всегда правильно эту свободу продвигает действием, но на словах он уже последние 10-15 лет говорит все правильно. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Дурова — это предупреждение всем владельцам онлайн-платформ. В принципе, насколько возможно подвергнуть цензуре мессенджер, тем более по чьему-то приказу? В каждой стране это делается на щелчок пальцев. Другое дело, я имею в виду с юридической точки зрения, в каждой стране сейчас законодательства достаточно, чтобы любой мессенджер нагнуть. Кроме того, есть европейские законы, кроме того, есть вот такая вот вольная трактовка законов, как во Франции. Во Франции действительно, если какая-то компания нарушает правила, ей можно сразу, европейские правила, ей можно сразу что-то предъявить, но там в законодательстве нету прямого мостика к уголовному преследованию руководителей и владельцев компании. Это уже такая французская самодеятельность. То есть, еще раз, с юридической точки зрения, в каждой стране инструментов, чтобы заткнуть рот любой платформе, достаточно. Другое дело, что во многих случаях технически это затруднительно. Ну, то есть платформа будет работать либо через VPN, либо там размазавшись по 1000 серверам, либо слившись там с другими существенными сервисами. Ну, так уже было. Вот, ну, вспомните историю 6-летней давности в России, когда там пытались закрыть Telegram, ну, потом, правда, слава богу, прекратили. Вот, поэтому уменьшить влияние такого ресурса можно, но
технически полностью его заглушить нельзя. Хотя, оговорюсь, вот у нас из России не видно одной общей, очень важной вещи. Telegram это для умных, поэтому он очень сильно распространен в России и, скажем, в Иране, и очень слабо распространен, скажем, в Штатах. В Штатах Telegram это оружие маргиналов. Вот, обычный народ довольствуется ТикТоком, в котором там думать не надо, голову включать не надо. Поэтому не надо думать, что Telegram это такой разносчик информации, свободной информации по миру. Вот, в мире, правда, используют платформы, которые попроще. Вот, где контент попроще, и голову не надо включать. Сообщалось, что руководство Telegram предусмотрело отдельный план действий на случай, если Дуров будет арестован. Что это может быть за план? Ну, во-первых, во-первых, это часть западного мира, которая у нас, к сожалению, отсутствует, так называемый action plan. Вот, то есть всегда на случай, это так называемый переход от борьбы с угрозами к оценке, к работе с рисками. То есть когда заранее оцениваются будущие проблемы и делается заранее план на случай этих проблем. То есть ничего экстраординарного нет, он лежит в столе у каждого, должен лежать в столе у каждого топ-менеджера каждой компании в Штатах. Это называется action plan. Вот. Я думаю, что в данном случае этот план был составлен чисто формально. Что будет, если из поля зрения пропадет руководитель компании, кто его может замещать и как, у кого какое право подписи, как сохранить работоспособность серверов, как сохранить оплату разных там нужных технических сервисов, если основные каналы будут заблокированы. Вот, и каких ключевых компонентов стратегии придерживаться. Но хочу обратить внимание, при всех разговорах о свободе, в тех странах, где Telegram присутствует и зарабатывает деньги официально, он официально и старательно правила этих стран придерживается, в том числе санкций против России. Вот, то есть в моем понятии сказать, это безопасность самой платформы, возможно, смена ключей, нет? Да. Нет. Безопасность самой платформы это не столько смена ключей, сколько обеспечение работоспособности. Доступ к ключам для сторонних сил вряд ли входит в такие планы Б. Ну, правда, потому что это стратегическое решение, и должно быть очень немного людей, которые обладают правом такого решения. Нельзя прописать, что если меня сейчас арестуют, сдайте ключи в ФБР. Так не делается и так не работает. В любом случае спецслужбы что-то хотят от Дурова. Если он пойдет на сделку со следствием, что будет с Telegram? Telegram просто станет вторым запрещенным в России Фейсбуком по своим внешним признакам. То есть часть каналов будет без объявления войны блокироваться. Любой контент, поддерживающий, допустим, Россию, будет блокироваться. Любой контент, поддерживающий правду, ну, о том, что Россия побеждает и победит, тоже будет блокироваться. То есть это будет такой еще один инструмент воздействия на мозги, но все-таки что во всей этой истории хорошего, она произошла сейчас, до 7 ноября, то есть до выборов в Штаты. И очень может быть, что это не стратегическая задачка, а тактическая. То есть каких-то действий добиться прямо сейчас, чтобы облегчить предвыборную ситуацию. Ну а после выборов там, может оказаться, что всем будет не до того и не до Телеграма. Он вернется в свободный мир. Вызывает недоумение, почему Дуров прилетел во Францию, зная, что он включен в базу разыскиваемых лиц. Неужели это беспечность? Вот, может быть, задержание не стало для него неожиданностью? Могу только предположить, но я много раз наблюдал ситуации, которые можно назвать общим термином утрата чувства реальности. Вот, то есть человек такого уровня, общаясь с людьми такого уровня, и более того, он сейчас полетал по реально свободному миру, там, Азербайджан или там Казахстан, то есть по странам, в которых нету вот такого вот тоталитаризма, как, например, в Штатах или в Англии сейчас. Вот, и немножко расслабился, что никто никого не трогает, никто никому не нужен, каждый свободен, никто не должен думать, там, что сейчас скажет ФБР на каждый твой чих. Вот, и просто утерял чувство реальности, утерял бдительность. Потому что, ну, детский сад. Вот, сунуться во Францию, не понимая, что это не просто там туалетная бумага Вашингтона, уже наполовину использованная туалетная бумага Вашингтона. Это, конечно,
Спасибо, Андрей Надо Игоревич. умудриться. С нами на связи был основатель современной школы интернет-разведки в России, IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.